скольжу. Танцую в воздухе, как в бреду. Звезды в глазах, будто тысячи слов. Сердце, что бьется в ритме снов. Пройдусь по луне в туфлях из льда. Мечты в ладонях, словно вода. Эхо ступеней в пустоте ночей. Вечные песни старых планет. Ты и я созданы для любви в мире там, где нет преград. Светит путь, а мы по нему. Нас ведут звезды в небесах. Крылья за спиной, почему не летим? В отражениях света мы летим. Вдох и выдох в синем эфире. Секунды вечности вместе с миром. Ты и я созданы для любви в мире там, где нет преград. Светит путь, а мы по нему. Нас ведут звезды в небесах. Свет луны нас нежно будут убаюкать. Миры далекие зовут нас любить, словно мечты из самых тайных мест. Ты и я выше всех небес. Все, из Картагена уехал, теперь в Боготе. Здесь проведу 3 дня и снова двухдневный полет обратно на Пхукет. Во-первых, здесь прохладно, 15 градусов. Я уже забыл, когда такую температуру чувствовал. Но достаточно красивая территория и очень зеленая, и видно большое количество гор. Я хотел мотоцикл арендовать и покататься. Попытка номер 2. В Картагене не получилось, но думаю, может здесь. По крайней мере, здесь я видел огромное количество сервисных. Ну и может у них там и мотоциклы есть. Но все закрыто, так как сейчас воскресенье. Я еще заболел, но вроде терпимо. О, вот это классно. Вот этот дизайн мне нравится. Но здесь что-нибудь закупиться можно. Какой-то прикольный бренд. Так, Джерада это открыто или закрыто? Закрыто. Окей, поймем. Ой, поймем. Запомнили. Блин, все, вот. Ой, жесть. Мне нужен этот балахон. И вот есть народ. Я
I want to check your brand. Morning. Is it Colombian brand? No, New York? American? Yeah, because I didn't know. Yeah, I want to buy something. Yeah, I think I wanna this one. Yes. Like the same size as it. Medium. All medium or large? Medium. Окей. Я уже был готов купить этот прекраснейший просто балахон. А потом мне цену сказали за балахон $250. Да нет, слушайте. Да. Легкий перебор. О, у чувака сумка такая же, как у меня. Вот это выглядит супер клево. Ой, это уже 8 из 10 ставлю. А, ладно, я не увидел там справа. Окей, 9 из 10. Так вот, по-моему, Андина это и есть торговый центр. Ой, там, ой, нифига себе, там крещение. О, вы глянем. Нашел классное место для себя. А что-то тут одни дети, не понял. Так, положила я 50 песо. Посмотрим, смогу я пингвина выиграть. Ну, вроде офигенно. Блин. Давай, давай, давай. Давай, почти. Фу. Давай, да ёб твою. Да ёб твою. Да... И я теперь еще и видео не могу делать, как я играю. Ладно, хорошо, что я уже сделал видео. Теоретически мне холодное нельзя, но вы посмотрите, что я нашел. Здесь клубника, шоколад. А, кстати, может, и не мороженое. Так, надо тоже заказать. На выбор, походу, 3 шоколада белый. Белый, темный и молочный. Но это не мороженое, поэтому я беру. Я повторю то же, что и она сделала. Ни одного стула здесь, короче, не осталось. Но попробуем. Блин, я испачкался. О, нифига себе, да это топовая.
Да, но это десерт пока. Десерт попадает в список лучших, что я ел. Причем такой простенький, но мне никогда в голову не приходило шоколад с клубникой смешать. Со сливками, да. Но я обычно клубнику просто так ел. Еще клубника, кстати, классная. Решил сходить в музей. На самом деле я ненавижу музеи, по крайней мере, я так раньше думал. И когда во Франции, в Париже был, уже я все посмотрел, думаю, ну ладно. Схожу в эту пирамидку, как там, Лувр. Слушайте, я зашел в этот Лувр, и я прям потерялся. Настолько он топовый. Я там столько классных вещей. Особенно мне понравилась больше всего там секция с египетской тематикой. Там саркофаги различные и прочее. Я вообще люблю все, что связано с Египтом, потому что это как-то с Ассасином связано и так далее. Я там просто на целый день пропал, прям до закрытия был. И вот сейчас решил зайти тут в самый популярный музей, музей золота. Сейчас посмотрим, что это. Я только сейчас осознал, я же в Южной Америке нахожусь. Я смотрю, здесь какие-то вообще страны, не пойму о чем. Что за Маланья, что за Галим регион. Я думал, может, я настолько тупой, что вообще не знаю. Там историю, что было до нашей эры. А потом я вспомнил, что это же Южная Америка. Но тут вообще все по-другому. Я вообще про нее, по сути, кроме майя, ничего не знаю. Ой, нет, не майя, кто там? И ацтеки. Короче, кто конец света там придумал? 2012 сказал. А, слушайте, а вот и история. О. Так, ладно, на это надо... Нифига себе, 10 тысяч лет до нашей эры. А, окей, это маунт. Ой, маунт. Это мамонт. А, стойте, вот, Америка. Так. Вот посмотрим. В Азии уже горшок появился. Европа уже вам лошадей рисует. А, Америка растаяла. Так. А, вот первые. 7 тысяч лет до нашей эры. Декорация появилась. В Азии что это? Так, ладно, пофиг на Азию. Чинчора культура. А, вот мумия. Сельское хозяйство начало развиваться 5000 лет. 4000. Альпак затемили. Как затемили? Приручили. 3000 ожерелья замутили золотое. Так. О, кстати, первый домик 1800 лет до нашей эры. А, кстати, я правильно сказал, майя. Первая оккупация майя. Гондурас. Вон уже статуи, кстати, пошли. Так, а что у нас там? А, в Египте золотые мумии. В Америке пока такие глиняные. А, в Европе вовсю уже рисовали. Ну, хотя нет, на самом деле, египтяне были... Ой, точнее, это Азия. Египтяне по развитию были.
Боливия, 600 лет до нашей эры. А этот церемониальный город. Так, создание культуры мачика на побережье Перу. Построение Теотикуана в Мексике. Тут еще наверху было. Вот здесь типа артефакты, которые нашли. Кстати, вот это вот качественная штука. Так. Это похорон, как его звать? Гробница лорда какого-то. Сеньор Степаныч. Город Майи. Так. Это уже наша эра, по-моему. Да, все. А что, только в 700 году построили город Майя? Осман. Все, быстро людей подрезал. Так, ну вот важная дата, 1300 лет. Ацтеки. Основание. Они, видимо, собрались в ацтекскую империю. Ну ладно, это же неинтересно. Так, ну все, у меня в голове сложилась картинка, что происходило. Вот кувшины и тарелки меня как-то не интересуют. Вот такие статуи норм. Вот, кстати, вот маски такие тоже прикольные. Выглядит как из фольги. Какой-то джентльмен прям. Вот эти горшки тоже классные. Блин, я все такое взял, кстати. Налить туда огромную кружку чая просто. Ой, не кружку чая, а огромное количество чая налить. И на созвон подключаешься на зуме и с соломинки его вообще норм будет. Слушайте, вот это я видел в Лара Крофт. Расхитительница гробницы. Такие штуки. Ну, после европейских изделий смотришь на это, думаешь... Знаешь, когда ТЗ нарисовал на... Точнее, не нарисовал ТЗ, а когда выдали ТЗ на программное обеспечение и начал реализовывать, и в конце сдаешь, и вот оно выглядит так, а должно было как в Европе. Во-первых, здесь смотрите, какой классный сейф. Мозлю, какие двери. Вот здесь, наверное, что-то дорогое прям хранится. Так. Ну, не знаю, братан. Не стоит тебя здесь охранять так, за такой дверью. Ну... Вот это понятно. Искусство всех тянет в одну сторону. А вот здесь, я думаю, дорогое что-нибудь. Ну. Ух ты, нифига себе.
Вот это такая тематика Dark Souls. Прям как будто карта с людьми, сросшимся с местностью. О, нифига себе у нее. А, блин, это мужик, наверное. Хотя не, подождите, не может быть. А, не. Да, это Тян. Вот это похоже на одного моего знакомого тестировщика. Ну, это похоже на вещь для моего одного знакомого из Люксембурга. Он любит на таких сидеть. Так, прочитаем описание. Согласно древним мифам, количество черных птиц, древних шаманов, принесших свет на землю. Короче, количество птиц и шаманы, которые здесь нарисованы, они принесли свет на землю в начало времен. Первые кланы основали. Знаешь, но птиц я здесь не вижу. Это вот этот клюв, это птица. Я подумал, это продолжение шамана. О, трубка. Эти, кстати, нет, нифига себе, эти ж для жертвоприношения людей. Слушайте, я же забыл, они же лютые вообще, это в Южной Америке живут. Я не помню, людоеды здесь были или нет? Ну, колдуны всякие жертвоприношения, людей точно здесь. Знаете, откуда я знаю? Потому что в Pass of Exile 2 играл, и там есть в третьем акте очень похожа локация на руины ацтеков. Там суперсложный уровень для меня был. И там тоже как раз шаман бегает, жертвоприношения. Поэтому я в истории разбираюсь. Так, вот это шаманский лут. Тут, короче, везде. Все, что дропалось с шамана. Все артефакты его. José. Yardım edeceğim uçluyoruz. Thank you.
Зашел в какие-то переулки, ко мне испанец, ну не испанец, местный подходит, такой дедок. Он видит, что я с камерой везде хожу, говорит по-испански что-то рассказывает. Но я понял, что он говорит: аккуратней тут ходи с камерой, у тебя типа сейчас отберут ее. Но пока что, если это видео появилось, значит не отобрали. Теоретически так везде, конечно, можно нарваться. Ну а что же делать-то? Как еще по-другому видео снимать? Сейчас свернул, там улица большая с рынком. Сейчас я с нее свернул. Какой-то переулок маленький. Тут уже слегка пусто стало. Где-то здесь большая площадь есть, где я ее хочу найти. Боливар Плаза, как что-то такое. Так, ну, вообще не знаю, почему боятся. Вот много очень полицейских на улице. Вон, смотрите, сколько. И вот, тем более, вот прошел. Мне кажется, зря паникуют. Ой. Бежал на красный. Хотел мотоцикл арендовать, но, во-первых, сейчас нельзя только с понедельника. Решил пока подзабить. Потому что у меня, по сути, один день свободный, и так не хочется думать над маршрутом. И тем более я не знаю, тут тайские права вообще котируются или как. То есть что будет, если меня остановят? Если бы времени побольше было бы, то можно было протестировать такое, но... Можно, да, что-то, я думал, он мне сказал, можно протестировать, но... Пень, я лучше один день возьму экскурсию, чтобы меня как повезли и показали все. Я вроде нашел место, где еще и на дроне полетать можно. Так что посмотрим. Но в таких переулках точно можно получить люлей нехилых. Интересно, совершаю ли я ошибку? Не, ну что, зря я муай-таю тренировался. Он же, должно же быть какое-то применение ему. Хотя единственная проблема с длинными волосами, сложно драться на улице, мне кажется. Что, они захватят меня за волосы и все. Интересно, в будни вот это все открывается, здесь рынок какой-то. А, на втором этаже тоже магазинчики. Так, откуда музыка идет? А, вот. Приехал на кофейную ферму. Сейчас нам покажут весь процесс сбора и готовки кофе. Кофейня называется La Campesina. Hola. Rusia, hola. Y ellos de Polonia, muy cerquita a Rusia también. Vecinos, sí. Hola, bienvenidos. Quieren probar un buen café. Yo les dije que aquí teníamos los mejores. Uno de los mejores cafés, sí. Bueno, ¿hablan español? Un poquito. Poquito. No. Nada. ¿Inglés? Yeah. Ok, chicos, pues my name is Marcela. Welcome to the Campesina Farm
farm, La Campesina farm, is an agroecological farm. We don't know apply chemics. We don't know apply poison or pesticides. And the principal activity is the growth of the quality and the exportation coffee. Today, you will learn about how produce organic and gourmet coffee. Okay? Ничего. Y I present my security team. Venga por acá, chicos. Rihanna. That's what I want to see. Rihanna. Rihanna. J-Lo. Джейла. She's J-Lo. Ajá. Sí. Ay, porque es que yo estaba yo toda tímida, ¿por qué? Está durmiendo. Так, начинаем тур по кофейной плантации. Сейчас целый день будем отрабатывать. Здравствуй. Целый день отрабатывать в качестве фермеров. Пройдем по всему процессу подготовки кофе. Наверное, от сбора и прочее. Пока что я этот процесс не знаю вовсе. Okay, guys, this is the map of Colombia. Colombia have 32 different states. In the 22 states, is produce or grow coffee. It's in this area. In this area, Colombia have mountain range. In the mountain range, is go to Peru, is go here in Ecuador, is go here in Colombia, Nariño, and Nudo de los Pastos is divided in three. East mountain range, west mountain range, in the central, the mountain range. In the central, the mountain range is appear here in the continuous Sierra Nevada of Santa Marta. In this moment is East Mountain Range, the located is in the East Mountain Range. In the East Mountain Range have Cundinamarca, in the Cundinamarca have Bogota. In the Bogota is the capital, the Cundinamarca, in the capital, the rest, the Colombia. Okay. In this moment, we are located is in the Valley DB. In the east, Bogota is the Cundinamarca. In the farm, the municipality is Choachi, in the farm is La Campesina. All the states in the produce coffee have one harvest per year, and this farm have production of coffee is November, December, January, and February. In this area, Caldas, Risaralda, and Quindío have two harvests per year. In the middle in the year is have one harvest, in the finish the year have the other harvest. This area have two harvests per year is for the middle, the mountain range. It's have different climate, different soil. It's more easy for the production coffee in this area. In the first decade, this area is the principal production coffee in Colombia. In this moment is the change for tourism is a have a coffee spa, coffee hotel. In the first decade, in the people put the name coffee region for the first day production coffee here. And this moment is the change for tourism is this moment the principal production of coffee in Colombia. The first step is Huila, in the second is Antioquia, in the third one is Tolima, in the next is Santander, not Santander. Cundinamarca is the top 10 the production of coffee in this moment. Okay. This is the flat area, is the Orinoco region in the Amazon basin. In this area, in the first decade in Colombia, is the grow the illegal production, coca, marijuana, poppy seeds. In the 2016 year, in the government is the create the peace agreement. The peace agreement is for the herb the change, the illegal production for legal production. Legal production, coffee, avocado, rice, chocolate, sugar cane. In this moment, in Guaviare and Casanare have a small production of coffee. Okay, these pickers use this basket. This basket is put here, is a have 3 hands for the pick up coffee. Okay, this is put here. The capacity of this basket is 8 kilos, full basket. In the pickers is have one sack. Is they have full basket is put in the sacks is the continue for the pickup coffee. Okay, guys, the good quality coffee needs selection. In this farm is they produce really good quality coffee. Is a have or use 5 selection in the process. The first selection is in the pickers in the plants. Okay, in the pickers in the plants is they observe different colors and one coffee plants. In the initially the ripen the
one beans in the coffee plant is called cherry. Initially, the ripe the cherry is green. In the continuous, half a red, half a green, and half a yellow, and half a red. In this moment, this is called pintain cherry. In the UP cup, in the process, in the cup of coffee, is a have bad flavors. It's astringent flavors, stronger flavors, very bad. It's really important. Leaf in the plants is the continue the ripe, and the people believe is they pick up this color is the continue the ripe. No, it's the stop. It's the track the fungus or insects. It's really different in the orange, banana, or other fruits. Yeah. In the leaf in the plant is the continue the ripe a red cherry. In this moment in the UP cup in the process in the cup of coffee is have sweet, acid, is have balanced flavors. It's really good. In the continue, the ripe is red a cherry, red wine. In this moment, the red wine color is the perfect color. In the UP cup, in the process, in the cup of coffee, is have fruity flavor, sweet flavor. Is really good. It's really important. In the continue, the ripe is black beans overripe. In this moment, in the you live in the plants, is attract the fungus or insects. Is very bad for the plants. Yeah. In the UP cup, in the process, in the cup of coffee, is have bad flavors. Is moldy, stronger. Is very bad. And the pickers need first selection. Okay, use two baskets. One is this, and the second is this. This is the second basket or bad basket. In the pickers is look at this is the pickup put here in the bad basket on the second basket. This one, the red wine and red cherry pickup put here in the first basket. You pick up this color for accident, put here in the bad basket. The perfect color is this one. Yeah. Cool. Is the fruits? Yeah, it's softly. Later is the tasting this cherry. Okay. This is good or is bad one? It's This is bad. Perfect. What do you do with the bad ones? Do you compost them and use them? Okay, in the world have different qualities. Yeah, in Colombia, this one and this one, and they have the bad basket. This is called pasilla. The pasilla coffee is really lower quality. They produce instant coffee, decaffeine coffee, chips coffee. Yeah, So Is- never try again that. is have dark roasting in the chemicals is processing is the cover the bad flavors. Yeah. In the other qualities is called consumo. The consumo quality is the pick up all beans in the process. Yeah. In the excelso or premium quality is the best color, is the best cherries. Yeah. Так, все, теперь экскурсия превращается в работу. He said that the trip changes into work. In the pickup coffee, one coffee plant need order. In the pickup is top to the bottom. Yeah. In the branches is saurite. De adentro hacia afuera. Is saurite. In the branches, in the coffee cherry have a small stem. Is this one? Look at this. Yeah. This small stem is called pedúnculo. The pedúnculo is really important leaf in the plants. Yeah. In the you leaf in the plant the pedúnculo, in the next year have new harvest. In the you remove the pedúnculo in the plants, need 2 years for the new harvest. Yeah. I recommend use two hands. One hand is to take the stem, in the other the remove them. Yeah, is the stem is leaving the plant. No is the problem. The peeling the cherry is okay. In the next step is the peeling the cherry. Okay. This one is bad one. This is good. You remember old red cherry or red wine. Okay. Yeah. Like this one. Oh, thank you. Got one. Ty masz niedoświadczone jakichś zbieraczy i pozbierałeś go po dumku, no? Yeah, remember, in the whole plant, we don't have the same like maturation process. So that's why they needed to repick in different moments of the plant.
ready first. Be careful here, it's a little slippery area because it was raining. Начинаем собирать. Вот идеальная. И надо оставить вот эту штуку. Correct? Right? Awesome. What do you think about this one? This is the. Yeah, it works. It works. What do you think about this one? need Not. more time. Yeah. This one and this one. Oh. This is the bad one. This is the good one. Okay, got it. Oh, fuck. I'm sorry. Oh, it's okay. Короче, сломал я вот эту штуку. Навредил. Короче, нельзя отрывать с этим хвостиком, а я накосячу. It's the mix of two procedures. It's the procedure. Yeah. But it's strange why it's like one side is already black and the other side is still Yeah. white. This is the sun is directly is the burn, Ah, Yeah. okay. and this area is not have the sun. Is the copper. Is not ready. It's green. Okay, got it. Hey, no, we don't need Oh it. Put it. yeah. This is the spider. Dangerous? It's a spider. Is it dangerous? Dangerous. Poison? No have poison. Oh, okay. Yeah, I'm not a big fan of spiders. This is normal. It's clay. Жесть, комары искусали. Просто всё Okay, лицо. and this moment is the tasting cherry. You look at, you take it, the beautiful cherry in the hub in your basket. The best one. I think this one. I recommend this one. Why? Because when it's so mature, maybe it has a small Okay, insect guys. inside. And did you have your cherry? And did you peel it in the like a banana? And the you peel in is you put softly in your hands. Is a 1 coffee cherry have 2 almonds. These almonds you put in your mouth, no bite it, no swallow it, only suck it. Okay. Только не плакай. Like a Так, shoe. чистим. Yeah. No biting. No bite. Hi. But the cherry is so sweet. Yeah. Mm. The What is the flavor? This kind of seed. Yes, awesome. It's sweet. Okay, okay. Sorry, return that. Okay, guys. And 1 hectare is a have 5,000 square meters. Yeah. And the 1 hectare have 5,000 coffee plants. 5,000 coffee plants produce 10 to 12 loads. What is the loads? The load is 2 sacks. Yeah. This weight is for the create the workers. Yeah. In the workers or in the grow coffee is in mountains. It's not easy they go the big car or use the car. Use donkeys, mule, and horses. The capacity of 1 donkey is transport 2 sacks. 1 here and the other here. Is the same. The weight is good for the donkey. Yeah. In the 1 sack is 62.5 kilos. In the other is 62.5 kilos. 60. In totally is 125 kilos in the transport. So Yeah. 1 hectare
120 kilograms. No, 1 hectare produce 10 to 12 loads. Okay, 10 to 12. The yes. load So is like 2 12 sacks. tons. Okay, so it's still not a lot. Yeah. In the Potatoes load you can is 2 have sacks. potatoes. You can't drink. Oh, you can drink potatoes. It's You vodka. can drink potatoes. Yeah, a special drink, potatoes. Okay. Have question? No? So here you have only Excelso. Only Excelso coffee. Do you have a special storage for Pasija? No, is the dry, is mediagly, is a sell for the bad quality. Yeah, but as you told, you sell to someone Pasija also. Yeah. Do you have a storage for this or not? Or just? No, I have this one, for example. This one was Is Excelso? Is pasilla. Pasija. Oh, okay. It's a bad so beans. Some of sacks here you have like a Pasija or just this one? This one Ah, in just the this one. plastic bag. Yeah. In the good quality is this one, for example. Wow. It's different. Yeah. Way different. Yeah. Okay. Okay, guys, this is the play. This is the benefit of coffee. And this area in the people is go here. In the finish the day is the workers is go here. In the finish the day, one work have 2 or 3 sacks per day. Yeah. And the coffee needs second selection. In the second selection is remove the black beans, the green beans. In the good beans, they continue for the process. Okay. And this moment, I tasting. I checking your bag, what is your quality and weight, your basket. Okay. Okay. Your basket, please. For Russia. Okay, how much money? How much? I think not enough for a cup of coffee. Only one, but this is the weight. 0. This is 50 grams. Yeah, good. 50 grams. Is it enough for 1 cup of coffee? To produce, yes. To buy, no. You need 300 cherries for 1 cup of coffee. 300 cherries. 1 cup of coffee is 7 grams of coffee. Wow. 300 cherries for 1 cup of coffee. What the hell? I think Perfect quality. all our cherries. See, I heard you. We go for quality, not the quantity. This is 20 grams. That's so crazy. I hope we gather it for 1 cup of coffee like together. So. Okay, this is 50 grams. Yes. The same way. Yay. So still not enough for me. Only the 3 of us. And she's the winner. She has like 1 I am kilogram. from here and I don't need to hear him make her. So, yeah, I make a little cheat. From Colombia. Oh. It is More than the 3 quality. of us together. I wait. This 500 grams. Whoa. So we have 2 cups of coffee. Yeah, we have 2 cups of coffee right now. Transform in the cherry in the almonds. This machine have this funnel. Is put the cherry in the front. The machine have the almonds. In the behind the machine have the skin. This machine have this part. This part is the move it. This have thick is the peel in the cherry. Okay. In the first decade is the only manually process. No have this machine.
And the continue for the crate, the similar machine is a manually. Yeah, it's for the in this moment have this motor. Yeah, electric Yeah. machine. Electric machine is more easy, more fast for this process. Jackie. Okay, guys, in this moment, in the behind the machine have all the skin. Yeah, and you remember this skin is put in the hummus, is the food for the worms. Oh, the dry is a half coffee tea. Okay, in the front the machine have the almonds. These almonds have a little bit skin. Yeah, and this farm use this filter. This filter is called saranda. This aranda is passed in the almonds, yeah, in the top is a half the skin. This filter, okay. I also want to drink Pasija and Excelso to understand the difference. You can smell it in the next in the next step that we have in the trip. Okay. You can understand how this feels in your sense, a pasilla, and how you feel in your sense, and a gourmet coffee. Okay, okay. Bad quality coffee. This is the black beans, the green beans is the bad beans. This is yeah. the pasilla. This is the Pasilla. dry, is the sell for the company. In this one is the medium quality. Yeah, it's the floating beans, the black beans. And this one is the good quality. You can see the difference between the two necks. This is the skin for the tea. Okay. Is put in the sacks. You remember the loads? It's put here in this sack is the transport to Bogota. In Bogota is the receive the company is the roasting company. This company is the have the other machine is the threshing machine. This machine is to net is the move it is the remove the second skin. The remove the second skin is a half green beans. Green beans is this in this moment, and green beans coffee need a 5 selection. In the 5 selection, is the remove possible 14 different defects. Okay. Yeah. In this moment, for this preparation, the first step is you preheat the machine. The preheat the machine is to prevent the chocolate temperatures in the coffee in the machine. Is to have hot glasses is to prevent the you reheat the coffee. I don't recommend you reheat the coffee. Is to change the flavors. Is to change the flavors in the cup of coffee is really bad for your stomach. Okay. Is you move it. Okay. In the next is the weight the coffee. I have the scale. The scale. In the you don't have the scale, you use the spoon. This is have 7 grams. Okay. The ratio in the coffee in the water is 7 grams of coffee for 100 milliliters of water. Okay. Is it depending that you like the stronger flavors in the cup of coffee? You like it more coffee? You put 9 grams or 12 grams for 100 milliliters of water. Okay. And this moment is put the water. The water is the boiling is a 100%. You put directly in the coffee is the burn the coffee. The temperature of the water is 89 Celsius degrees and 92 Celsius degrees. In this moment have this machine have thermometer. In the you don't have the thermometer, you boil in the water, you wait 1 or 2 minutes for the less temperature the water. You put water in circles. It's really important in circles. It's a create turbulence.
It displays the different flavor. In this moment, coffee have foam. This foam is the fresh coffee. And the coffee not have foam is the old coffee. Okay. And the continuous put the water, you remember, in circles. Is the wait for 8 to 10 minutes. Okay. Vamos 5, tranquilo. Porque el conductor no ha bajado. This is for you. Yeah. Где-то стая, где ты летал, с кем летал, зачем ты вернулся, ты убит, ты стал врагом. Смотри, за тобой иду там, где мрак, там и мы. Нас не видно, не огонишь, вслед за тобой стаей мы скоро догоним. Стая, 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 каждый пятый убийца, каждый третий самоубийца, каждый второй спаситель. Но я один из людей, тебе не скрыться, не убежать за мной, стая теней. Одинокий танец, холод и дым, свет погас, я стал другим. Заблудился в мире заблудших людей, тебе не выбраться, я среди